Привет, меня зовут Саша, мне 18, я дизайнер, художник, музыкант, пишу стихи и делаю ногти в центре города. Ожиданий никаких нет, я просто готова ко всему. Почему пришла на съемку? Потому что мне хотелось на это взглянуть со стороны внутренней, а не просто наблюдать на ютубе. Привет, я Никита, мне 19, я варю кофе. Меня пригласили на съемочку, мне написали, я решил прийти, это интересно. Тебя, я знаю, зовут Саша. А тебя? Меня Никита. зовут Никита. Сколько тебе лет? 18, а тебе? Мне 19, исполнилось позавчера. Чем занимаешься? Дизайнер интерьера. Я бариста. Отлично, я люблю кофе. Класс. Где там? Что там? Вот, Давай. да. Класс. Назови 3 свои лучшие и худшие черты характера. Я эгоистичен, нарцисс. Я часто опаздываю, я не пунктуален. А лучшие? Я очень милый парень. Не могу выделить какие-то конкретные. То есть ты не любишь себя нахваливать? Я люблю, когда меня нахваливают. Я бы сказала, что я тоже эгоистична, и да, я тоже опаздываю. Можно еще сказать, что я чересчур эмоциональна. А лучше я могу сказать... Эмоциональная в плане, у тебя может случиться истерика, просто типа снич? Ну Или нет, как? не совсем так просто. Ну, в обе стороны работает или только в В херовой обе эмоции? стороны. Мгм. Я могу сказать, что я добрая, сочувственная, наверное, красивая, но это не характер, хорошо. Что бы ты никогда не рассказала о себе на первом свидании? Я не люблю разговоры о бывшем. На первом свидании для меня это табу. Ну, наверное, то, что когда-то я что-то пробовал из запрещенных веществ. Так чего? Я Это бы не- можно так Нет, я говорить. не горжусь этим. Я был юн, глуп и, я попробовал. Это была слишком ранняя юность. Ну, отчасти. Попробуй понять, красивая ли я, только с помощью прикосновений. Классный маник должен быть. Это Спасибо. какой-нибудь гель-лак, наверное? Да. Класс. Длину волос хочу. Да, До не каре. совсем, длиннее. У тебя маленький нос. Маленький, милый нос. Это хорошо или плохо? Это хорошо. Класс. Я думаю, ты симпатичная. То есть мне нужно сделать то Но же самое? получается, да. У тебя есть скулы, у тебя тоже нос небольшой. Ну, такой. Клюв. Нет, я тоже думаю, что ты симпатичный. Ну, хорошо. Татуировки нравятся, нестандартное мышление. Какие точно не нравятся? Смазливые не нравятся, которые слишком эмоциональны. Вообще, обычно служу по гороскопу. Ну, светловолосые. Я не люблю таких, знаешь, вот этих вот пышногрудых, больших таких, модельная фигура. Расскажи свою самую смешную или нелепую историю знакомства. Я сидела на Баду и познакомилась с мальчиком, с которым у нас завязался диалог. Думаю, все прекрасно. Встретилась с ним, ему оказалось слишком мало лет. А еще это оказался бывший подруги моей бывшей. Ну, ему было 17. У него в анкете стояло 21. И что? Ребята, которым 21, отличаются от ребят, которым 17 по уровню развития. Даже Не по всегда, разговорам. Далеко не всегда. Даже по разговорам. Окей, ладно. Лет в 14 я поехал тусоваться в Харьков, и там к нам должна была приехать вот эта вот, собственно, девочка. И, в общем, она не доехала. Но мы с ней уже успели познакомиться как бы в телефоне. Спустя 4 года я переехал в Киев, и мы уже познакомились с ней здесь, и уже выяснили, как бы, что мы были знакомы давно. Меня это просто очень удивило в тот момент. Ты когда-нибудь был влюблен раньше? Если да, то что пошло не так? Нет, не был. Ты не знаешь прелести всей жизни. Вообще не знаю. У меня не было ни отношений постоянных каких-либо, ни какой-либо влюбленности. Я была влюблена в девушку. Моя любовь длилась очень долго. Я знаю, что она это посмотрит. Но все закончилось, потому что мы были на расстоянии, и это очень тяжело. Сложно что-то переживать, сложно что-то чувствовать, когда ты на расстоянии. Но мы остались в хороших отношениях. Вы готовы друг к другу видеть? Конечно. Да. Класс. Я Привет. тебя не так представлял. Я тебя тоже. Ну, я думал, у нее будут темные волосы и другой мейк. Я не думала, знаю, у тебя какой глаза надо будет. светлые. Какая моя физическая черта тебе понравилась больше всего? Татуировки. Ну, у меня тоже вот татуировки у тебя. Ну, не знаю, как-то вот нос у тебя классный. Вот. Не вот. знаю, как это показать. Так мы не выпили. Так, да. Сколько должен зарабатывать парень? Столько, чтобы обеспечить в первую очередь себя, во-вторых, обеспечить какой-то семейный очаг или какой-либо очаг отношений. Смотри, обеспечение у каждого разное. Вот сумму, какая должна быть сумма? Никогда не задавалась таким вопросом. А вот- Хорошо, вот кому-то 20 тысяч гривен – это хорошо. На двоих. Ну, да. Все относительно. Тут зависит от того, какие у человека потребности и желания. Да, должна ли девушка работать? Если ей хочется, может работать. Как бы выбор каждого. Но если дело касается... Ну, если мне хватает финансов, чтобы содержать мою даму сердца, то не обязательно. А если какой-то общий бюджет? Ну, по сути, тогда да. В моем случае мне необходимо стремиться делать так, чтобы этот общий бюджет стал тот, который буду и вкидывать в него я. Ну, если бы вот твоя девушка вообще не работала. Она Окей. просто бы сидела дома. Ну, типа, окей. Говорила бы: Никита, мне нужны ногти, мне нужны волосы, а я хочу на реснички. Ну, Дай денег. Окей, типа, камон, окей. Ну, да, я думаю, да. Опиши свой первый секс. Это было
у нее дома. Ага, Мой первый это секс был с девушкой. Ага. А если С той, говорить... которая у тебя была влюбленная. Да, да. Так описывать секс с девушкой или секс с парнем? Можешь и то, и то. Ну, если учитывать, что первый секс был с девушкой, для меня это было в новинку. Я была в эйфории, в диком восторге. А потом меня хватил спортивный интерес. Мне захотелось попробовать секс с парнем. И потом у меня был секс с парнем. Я, конечно, ожидала немного большего, но тут же дело было в парне. Так что, ну, конечно, я осталась под впечатлением, собственно, поэтому я сейчас на свидании. Ну, это, типа, было не очень там сверхинтересно. Мы с ребятами сидели, квасили, они говорят, типа, у тебя была дама? Говорю, нет. Говорят, ну ты лох. Я говорю, тю. Спорим, что до конца недели будет, они спорим. Ну, это была обычная домашняя тусовка была. Я привел даму в гости, мы выпили. Я говорю, пойдем в соседнюю комнату. Все. Так просто. Ну, типа, да. В каком возрасте это было? 14 лет. Ого, ты ранняя пташка. Самое необычное место, где ты занимался сексом? Биотуалет. Серьезно? Да, ну, тусовки были когда-то. Я когда тусовался давно, еще, ну, там, 15-16 лет. Я там с девочкой какой-то познакомился, и вот. Ну, это туалет, была просто там ресторан. огромная территория на киностудии Довженко. Ну. У меня там татуировки вижу. Не, ну у меня был просто туалет ресторана, поэтому у меня ничего необычного. Давай выпьем. Ну, давай выпьем. Ну, вопросы как-то не пропускаем, так. Сколько у тебя было сексуальных партнеров? Я лучше выпью. Ты типа не считал? Нет. Хорошо, ну Но пусть будет до 100. ни хрена себе. До 10, где-то порядка 5. Расскажи историю, за которую тебе стыдно. У меня таких много, и в основном они все по пьяни. Зимой мы пошли с ребятами тусоваться в барчик. И где-то к 4 утра я очень сильно напился. Прям безумно сильно. Я подошел знакомиться к девочке и говорю, пойдем выпьем. Мы выпили, подходит мой барик знакомый, и говорит, друг, типа там, ну я не помню, он сумму называет. Говорю, окей, дама рассчитается. И я ушел курить, говорю, малышка, я жду тебя на улице, выходи докурим. И типа Рила, она рассчиталась, вышла. А потом я с утра понимаю, что я сделал, такой, блядь. Мне за это очень стыдно. Это было крайне некрасиво. Я захотела пообщаться с человеком, когда он переживал потерю своего близкого. Меня отморозили, но я поняла, почему человек так отреагировал, но мне действительно было стыдно, потому что зачем я подошла? Зачем я захотела завязать разговор? Это был твой знакомый какой-то? Да, знакомый. Ну, как бы у человека траура, я тут, как вечер, как дела, ну. Насколько от 1 до 10 ты оцениваешь свои навыки орального секса? Орального секса? Да. Я не делаю. Погоди, стой. Погоди, ого. Мне кажется, плохо. Ну, типа, там, 4 какая-то будет. Это было крайне мало. Мало раз Мало или раз, мало времени? мало партнеров, с которыми у меня был оральный секс. Там даже можно сосчитать на пальцах 3. Не любишь или не хочется? Или... Да как-то, ну, типа, ну, я не знаю, ну, как-то так. Ну, я могу сказать, что никто не жаловался. Я очень часто слышу в свой адрес, что, типа, мне такого никто не делал. Мне это в первый раз, я думаю, ничего особенного. Ну, так, это итого от 1 до 10. По себе судя, я бы сказала на 8. Оцени себя в постели от 1 до 10, а после позвони бывшей, и пусть она сделает то же самое. Как звонить бывшей, если она в Польше? Я бы не сказала, что я бревно, я бы сказала, что, ну, опять же, что никто не жаловался, но где-то да, действительно на 8. Что делать, если бывшая не берет трубку? Пить? Давайте выпьем. Так, а ты пей сама, я как бы, цифра 6. Ну, от 1 до 10? Да. Я ленивый, мне типа влом вообще максимально. Ну, хорошо, а в среднем сколько длится твой половой акт? Пусть будет там от 20 до 30 минут. Потом перекур и там дальше. Следующий раунд. Ну, Варечка, солнце, слушай, у меня очень срочный вопрос, и, пожалуйста, просто без воды. Как классно мы с тобой занимались сексом? От 1 до 10. Нет, мне нужна оценка по баллам. От 1 до 10. 6. Класс, люблю, целую. Давай. Просто тютелька в тютельку. Ну, вообще. Поцелуй меня в губы или выпей 2 рюмки. Какой сложный выбор. Да надо встать. Ну, надо, получается, встать. Ну, давай. Класс. Выпьем. Да. Наливай. Руку нельзя менять. Давай на счет 3 скажем, сколько в среднем мастурбируем за неделю. 1, 2, 3. 3. 5. Ну, выпить все равно стоит. Ну да. Нет, ну я просто слышала, что если очень часто дрочишь, то потом типа хуй стоять не будет. Это ложь чистой воды. Но если бы ты типа вот вместо мастурбации это время вот 5 раз в неделю занимался сексом, тебе было бы ок? Ну, у меня там плюс-минус. Не, ну ладно, раза. Ну ладно, ну не будем. Все, короче, все. Не будем, поехали дальше просто. Теперь Всё, ты я не должен хочу. пить. Ну, не хочу обсуждать. Все, давай я выпью и
А я люблю Едем обсуждать дальше. секс. Меня хлебом не корми. Если бы я занимался 5 раз сексом, Я хлебом не корми. вместо того, чтобы 5 раз подрочил, ну, особо много бы не изменилось. Не, ну итог все равно один. Ну, итог в любом случае один, там, как бы, но особо, ну, мало бы что поменялось. Не, ну, само собой, если дама мне прям очень нравится, то это уже намного интереснее. Почему 3? Что ты делаешь в остальное время? Ну, вот 7 дней в неделю, из них ты 3 раза мастурбируешь. Да, еще, остальные еще 4 дня, что я делаю? Да, что еще 4 дня происходит? Ну, чаще всего просто я просто действительно очень много работаю. И я прихожу домой, ем, иду спать. Не, ну, по сути, ситуация та же. Я работаю, прихожу с работы, пью пиво, ложусь спать. Я пью последние дней 5. У меня день рождения был позавчера, я пью вот сегодня 3-й день. На счет 3 скажите, пошли бы вы на 2-е свидание? 1, 2, 3. Да. Окей, мы можем сегодня поехать в бар. Поехали. Поехали. Класс, пойдем. Снято. Все, хватит. Да, ну, хоть цепляй телефон, хорош сидеть, погнали. Держи.